Глава 1811. Проникновение. Благодаря добродушному и экстравертному характеру Хай Юйтяня, он быстро смог узнать, кто живет на 9-м этаже этого Дворца Бессмертных, расспросив об этом на оживленном рынке. Полученный ответ сразу заставил его резко вздохнуть, но выражение его лица осталось неизменным, и он поспешно удалился. Что? Семья Лун. Ханли, похоже, это действительно озадачило. Все так. Я уже убедился, что на 9-м этаже живут не только патриарх семьи Лун и некоторые из их старших гостей, но и нынешний лидер семьи Лун и их старейшины на стадии пространственного закаливания, ответил Хай Юйтянь с озабоченным выражением лица. Это действительно довольно неприятно, но это не главная проблема, сказал Ханли, слегка сузив глаза. Что вы имеете в виду, мастер? Хай Юйтянь это несколько озадачило. Основная проблема заключается в том, что я в плохих отношениях с семьей Лун. Если бы мы столкнулись с обычным культиватором стадии интеграции тела, я мог бы нанести им непосредственный визит, чтобы забрать твоего младшего боевого брата. Вообще говоря, не будь они в отчаянии, они не захотели бы переходить дорогу другому культиватору интеграции тела, такого как я. Однако тот факт, что семья Лун участвует в этом, значительно усложняет ситуацию, холодно объяснил Ханли. Услышав это, выражение лица Хай Юйтяня резко изменилось. Однако это не значит, что я не могу вернуть твоего младшего боевого брата. Хе-хе, я уже однажды перешел дорогу семье Лун, так что какое это имеет значение, если я сделаю это снова? Кроме того, они все равно могут меня не обнаружить. Юйтянь, ты сам возвращайся в наш дворец бессмертных, а я скоро вернусь, чтобы присоединиться к тебе. Ханли холодно усмехнулся, и яркий лазурный свет внезапно вырвался из его тела, а сам он внезапно исчез на месте. Хай Юйтянь мог естественно сказать, что имел в виду Ханли, и он был одновременно удивлен и воодушевлен услышанным. Таким образом, он сразу же почтительно салютовал, хотя Ханли больше нигде не было видно, а затем бросился вниз с холма. Ханли мгновенно преодолел расстояние в несколько десятков километров и снова в воздухе примерно в полукилометре от Дворца Бессмертных. Он посмотрел на 9-й этаж гигантского дворца, и в его голове возник образ огромного плана формации. 9 дворцов бессмертных были расположены в разных местах, но, по его наблюдениям, построенные внутри них формации должны быть очень похожими. Эти ограничения действительно были чрезвычайно сложными и глубокими, но с таким количеством мощных способностей в рукаве, конечно, было бы невозможно проникнуть в это место незамеченным. Имея это в виду, он на мгновение задумался над ситуацией, а затем внезапно перевернул руку, достав мерцающий серебряный кусок тонкой ткани. Это были не что иное, как плащ 1000 трансформаций, который он получил от Лю Шуэр в огромной ледяной области. Это было весьма необычное сокровище, и Лю Шуэр не решился попросить Ханли вернуть его после того, как он спас жизни ее и Шикуна в лесу темных зверей, поэтому с тех пор оно осталось с Ханли. Он немедленно подбросил плащ 1000 трансформаций вперед и щелкнул пальцами, выпустив из браслета для хранения шар лазурного света. Затем он сделал ручную печать перед тем и указал на 2 предмета один за другим, после чего плащ 1000 трансформаций слегка вздрогнул и исчез в лазурном шаре в виде шара серебряного света. Затем лазурный шар повернулся на месте и устремился к Ханли, а затем исчез в мгновение ика. В то же время изо рта Ханли вырвался низкий рев, и его лицо резко изменилось. Слой длинного золотистого меха внезапно вырос из его гладкой кожи, скрыв его оригинальные черты лица. В то же время синий свет вспыхнул из его глаз, и его зрачки стали темно-синего цвета. От него исходила неописуемо свирепая аура, и он погладил золотой мех на своем лице, пробормотав себе под нос. Как и ожидалось, чудовище этой золоторукой обезьяны действительно работает. Теперь семья Лун меня не узнает. Затем он глубоко вздохнул, и во вспышке черного цвета на его теле появилась черная вуаль. 2 куска вуали вращались вокруг него, улетев к его телу в виде 2 полосок черного света. В следующее мгновение тело Ханли постепенно стало расплывчатым и нечетким в черном свете, прежде чем, наконец, полностью исчезло из поля зрения. Ханли посмотрел на свое собственное тело, которое, казалось, стало полностью прозрачным, и кивнул с довольным взглядом в глазах. Конечно, использование талисмана невидимости привело бы к превосходному эффекту маскировки, но если бы он использовал этот талисман, ему было бы трудно раскрыть свои способности, чтобы нарушить ограничения, с которыми ему пришлось бы столкнуться, поэтому ему пришлось использовать нечто другое. Таким образом, Ханли полетел прямо к 9-му этажу дворца впереди и быстро достиг своей цели. Внезапно вспыхнул белый свет, и перед ним появился белый световой барьер. На его поверхности вспыхнула молния, и начали возникать электрические дуги. С неизменным выражением на лице Ханли протянул руку из рукава, а затем растопырил пальцы, взорвав несколько дуг золотых молний в ответ. Как только серебряные дуги молний устремились к Ханли, они были мгновенно нейтрализованы золотой молнией совершенно беззвучно. В то же время слой серого света появился вокруг тела Ханли, и он прошел через белый световой барьер, как будто его даже не существовало.
В барьере белого света появилась дыра в форме человека, но Хань Ли все еще нигде не было видно. Дыра затем быстро закрылась со скоростью, которая была заметна невооруженным глазом, и мгновенно вернулась в нормальное состояние, после чего сам световой барьер также быстро исчез. Спустя несколько мгновений двое охранников стадии божественной трансформации вылетели из первого этажа Дворца Бессмертных. Затем они поднялись в воздух, прямо к тому же месту, через которое только что проник Хань Ли. Один из двух охранников, молодой человек, которому было около 18 лет, осмотрел окрестности, прежде чем недоуменно пробормотать себе под нос. «Я уверен, что колебания ограничений только что пришли отсюда, но, кажется, здесь ничего нет». Его товарищем был худой пожилой мужчина с бородкой и короткими рогами, и он предположил, возможно, просто птица врезалась в ограничение. Иначе реакция не была бы такой слабой. Последний из двоих был демоническим культиватором. «Конечно, ты шутишь, брат Гунсунь. Если даже птица может вызвать реакцию на ограничение Дворца Бессмертных, тогда хозяин ограничений, ответственный за это ограничение, должен серьезно пересмотреть свое мастерство». Усмехнулся молодой человек, нахмурив брови. Хе-хе, если это не птица, то это может быть духовный зверь, который отклонился от ближайшего рынка, или, возможно, старший на стадии интеграции тела каким-то образом непреднамеренно активировал ограничение. В любом случае, что мы сможем сделать? Прости меня за резкость, но если кто-то действительно проник в Дворец Бессмертных, он определенно здесь, чтобы бросить вызов определенному старшему на стадии интеграции тела. Думаешь, мы можем влезть в это дело? Демонический пожилой мужчина усмехнулся. Молодой человек некоторое время размышлял над этой идеей, а затем внезапно улыбнулся и сказал: «Ты прав, брат Гунсунь. Учитывая, что ограничение здесь не было нарушено, с нашей стороны действительно было бы неприлично относиться к этому вопросу слишком серьезно. Ха-ха, я знал, что ты умный человек. У меня есть фляга исключительного духовного вина, почему бы нам не насладиться им вместе?» Широкая улыбка появилась на лице пожилого мужчины теперь, когда молодой человек отказался от расследования. Таким образом, они двое спустились вниз, как пара хороших друзей, не обращая больше внимания на ограничения, стоящие за ними. В другом месте возник шар серебряного пламени, затем вырвался наружу, испепелив серию световых нитей в небытие. Сразу после этого Хань Ли появился перед определенной стеной на 9-м этаже. Он взглянул на нетронутую белую стену впереди и обнаружил серию серебряных рун разных размеров, непрерывно мерцающих на ее поверхности, представляя собой довольно загадочное зрелище. На лице Хань Ли появилось мрачное выражение. Это были необычные руны, они были проявлением пространственного ограничения, помещенного на эту стену, что сделало бы ее невосприимчивой к эффектам обычных секретных техник и искусств культивации. К счастью, он также обладал некоторыми способностями к пространству, так что ему не составило бы труда обойти эту стену. Имея это в виду, Хань Ли сделал печать заклинания, и на его глобеле внезапно появился шар черного света. Затем на его лбу образовалась рана, после чего появился черный демонический глаз. Демоническое око, казалось, бросило взгляд на стену и направило на нее вспышку черного света. Затем произошла странная сцена. В тот момент, когда черный свет коснулся белой стены, близлежащие серебряные руны внезапно растворились в безвестности. Хань Ли тихонько вскрикнул, и луч черного света, толщиной с человеческий палец, внезапно стал заметно толще. Белая стена впереди задрожала, и в ней образовалась маленькая черная дыра размером около фута. Холодный свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и черный свет, исходящий из его демонического глаза, исчез, после чего он влетел в черную дыру, и в следующее мгновение дыра исчезла. Хань Ли появился с другой стороны и оказался в лесу, прямо под огромным деревом. Что заставило его чувствовать себя довольно неловко, так это то, что на него смотрели мужчина средних лет и красивая молодая женщина с недоверчивым взглядом с расстояния менее 10 футов. Хань Ли, естественно, немедленно среагировал, испустив слабый вздох, и внезапно ударил обеими руками. Раздалось 2 громких шлепка, и его руки внезапно удлинились в несколько раз больше своей первоначальной длины, ударив 2 человек в комнате и заставив их рухнуть на землю от глухого удара. Эти двое были только на стадии формирования ядра и заложения основ, поэтому он не убивал их, он просто ввел каплю своей магической силы в их духовное чутье, чтобы вырубить их. После этого Хань Ли сделал хватательное движение в сторону мужчину средних лет, и тот моментально попал в объятия Хань Ли. Лазурный свет вспыхнул на лице Хань Ли, и он немедленно применил технику поиска души. Через некоторое время лицо Хань Ли слегка потемнело, и он отпустил мужчину, прежде чем схватить женщину и применить ту же технику к ней. Освободив ее, он пробормотал про себя. Итак, Цилин Си действительно попал в семью Лун, а эта женщина — сестра лидера семьи Лун. Жаль, что некоторые из секретов в воспоминаниях этих двоих были скрыты некоторыми секретными методами, так что я могу почерпнуть из них лишь очень ограниченную информацию.
Глава 1812. Захват, удар, удар ладонью. Говоря это, на лице Хань Ли появилось немного задумчивое выражение. Неудивительно, что в воспоминаниях этих двоих были применены секретные техники. Все основные семьи примут одинаковые меры предосторожности со своими основными членами в случае именно такой ситуации. Однако вопросы, связанные с этой женщиной, явно не должны были быть конфиденциальной информацией, поэтому Хань Ли смог легко ее собрать. Не так давно женщина, которая соответствовала описанию, предоставленному Хай Юйтянем, привела в это место еще 3 человек, и после разговора с лидером семьи Лун их увезли отдыхать. Одним из этих 3 других людей был никто иной, как Цилин Цзы. Однако эти двое не знали, где сейчас находится 4 из них. Брови Хань Ли слегка нахмурились, глядя на 2 людей без сознания перед ним, и он внезапно наступил ногой на землю. Вспыхнула вспышка желтого света, и бесшумно появилась яма глубиной около 10 футов. Затем он провел рукавом по воздуху, послав вспышку лазурного света, которая охватила двоих, прежде чем осторожно положить их в яму. После этого Хань Ли сделал печать заклинания и указал пальцем на яму, и из нее внезапно вырвалась вспышка желтого света. После всего лишь одной вспышки яма исчезла, и земля вернулась в нормальное состояние без каких-либо видимых признаков того, что только что произошло. Только тогда Хань Ли взглянул из леса и обнаружил, что этот этаж действительно отличался от того, на котором он жил. За лесом было огромное пространство мутного белого тумана, внутри которого едва можно было различить очертания городской стены. Голубой свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и его тело покачнулось, а вокруг него появился слой серого света. Этот туман явно был своего рода серьезным ограничением, и часть его слилась с серым светом вокруг Хань Ли, из-за чего он выглядел довольно расплывчатым и нечетким. Пройдя всего 1000 футов, Хань Ли достиг края тумана и обнаружил, что впереди, не слишком далеко, лежит золотая крепость, окруженная стенами высотой более 100 футов. На городских стенах стояла группа культиваторов в белых одеждах, у которых к спине были привязаны мечи или сабли, а за стенами находилось множество зданий и павильонов. В самом центре крепости стояла гигантская золотая башня высотой в несколько тысяч футов. Хань Ли не беспокоился о том, что эти культиваторы в белых одеждах смогут его увидеть, и он посмотрел прямо на золотую башню. Согласно информации, которую он только что получил от этих 2 членов семьи Лун, в башне проживали патриарх семьи Лун на поздней стадии интеграции тела, а также старейшины на стадии пространственного закаливания. Однако сразу после того, как патриарх семьи Лун получил этот чертеж гигантского атласского ковчега с аукциона, он немедленно уединился в башне с несколькими мастерами по созданию формации для изучения чертежа. Другой великий старейшина стадии интеграции тела недавно покинул дворец бессмертных. Таким образом, практически не было риска того, что Хань Ли обнаружат. До тех пор, пока этот патриарх семьи Лун не решил бы внезапно пронестись своим духовным чутьем по всей крепости без всякой причины, здесь не было никого, кто мог бы его обнаружить. Имея это в виду, Хань Ли больше не колебался. Черный свет окутал его тело, и он полетел прямо к определенному участку городской стены. Один из культиваторов в белых одеждах на городской стене внезапно почувствовал легкий ветерок, пронесшийся мимо него, и он немедленно освободил свое духовное чутье, осматривая свое окружение, но ничего не обнаружив. В его глазах промелькнул намек на замешательство, но затем он покачал головой, казалось, убедил себя, что ветерок был всего лишь плодом его воображения. Незаметно для него, посторонний только что прошел мимо и приземлился на нетронутой белой улице по другую сторону городской стены. Однако, как ни странно, он с закрытыми глазами стоял на улице совершенно неподвижно, как будто пытался что-то ощутить. Через некоторое время он открыл глаза, и на его лице появилось темное выражение. «Я больше не чувствую его. Похоже, кто-то, должно быть, вмешался, чтобы скрыть мою духовную метку. В таком случае мне придется обыскивать эти комнаты одну за другой. Хорошо, что этого места не очень большое, и здесь не так много культиваторов пространственного закаливания, так что я смогу их довольно быстро выследить». После этого Хань Ли полетел вперед, как невидимый ветерок, исчезнув в каком-то павильоне. Тем временем пожилая женщина и другие сидели в павильоне, который находился очень далеко от Хань Ли. К ним присоединился пожилой мужчина в пурпурной мантии, который только что повесил нефритовый кулон в форме полумесяца на шею Цилин Цзы и сказал: «Этот кусок нефрита лунного сердца чрезвычайно эффективен для сдерживания духовного чутья, так что этот человек выиграл сможет почувствовать его, только если он будет очень близко. Теперь можешь отдыхать спокойно. Спасибо за вашу доброту, брат». Пожилая женщина сделала благодарный реверанс мужчине в пурпурной мантии. Ее компаньон Да тоже улыбался благодарно, а их сын оставался довольно спокойным и собранным. Вы двое определенно смелы, чтобы перейти дорогу культиватору интеграции тела. Если бы не тот факт, что Минер активировала родословную истинного дракона, я бы не принял вас, несмотря на то, что ты моя сестра. Кроме того, тебе запрещено делать что-либо с этим даосским священником до того, как наш отец выйдет из уединения.
Не думаю, что с этим есть какие-то проблемы, но это действительно касается культиватор интеграции тела, так что я должен посоветоваться с отцом. Если ты пойдешь против этого, то не вини меня в том, что я бросил тебя, строго предупредил мужчина в пурпурной мантии. Конечно. Я тоже не видел отца много лет, и я хочу увидеть его в последний раз. Мой компаньон Да и я, скорее всего, не сможем преодолеть наши следующие большие небесные трибуляции, поэтому я вынуждена доверить Минер тебе, брат. К счастью, способности Минера должны быть сопоставимы со способностями других молодых талантов семьи Лун после того, как его хроническое заболевание будет вылечено, так что он определенно будет блестящей перспективой для семьи, сказала пожилая женщина с слегка натянутой улыбкой и печальным взглядом. Можешь не сомневаться и оставить Минер мне. Что касается встречи с отцом, я не уверен, что это можно устроить. Как ты знаешь, женщины нашей семьи, которые вышли замуж за постороннего, по сути, отрекаются от семьи. Вдобавок, наш отец использует широко известное искусство культивации бессердечного Даа, поэтому он ни за что не захочет видеть тебя снова. После того, как здесь обо всем позаботятся, вы двое можете уйти, мужчина в пурпурной мантии, покачивая головой, и женщина была очень разочарована, услышав это. Выражение ее лица ухудшилось еще больше, и она все еще хотела умолять своего брата устроить ей возможность встретиться с их отцом, но человек в пурпурной мантии снисходительно махнул рукой и ушел, прежде чем она успела что-то сказать. Таким образом, в ее комнате остались только ее семья из 3 человек и Целинси. Женщина долго молчала, а затем произнесла обиженным голосом: «Похоже, нам придется сделать, как он говорит. Отведи этого даосского священника в секретную комнату». «Нет нужды грустить, госпожа. Мы предсказывали, что все это произойдет, не так ли? Нам уже очень повезло, что ваш брат не отверг нас, даже несмотря на то, что этот вопрос касается культиватора интеграции тела». Пожилой мужчина утешается кривой улыбкой на лице. «Мне не нужно, чтобы ты мне это говорил. Поторопись и забери этого даосского священника». Женщина явно была не в настроении прислушиваться к его рассуждениям. Мужчина тяжело вздохнул и смог только замолчать, когда подошел к Целинцзы. «Мы позволим тебе сохранить твое унаследованное сокровище еще на несколько дней, малыш. Скоро твое унаследованное сокровище перейдет к нашему Минер. Никто не сможет нас остановить». Он перевернул руку, вызвав такой же лазурный медный колокольчик, а Целинцзи продолжал стоять на месте, как деревянная марионетка. Как только пожилой мужчина собирался пожать колокольчик в руке, в комнате внезапно раздался холодный мужской голос. «Никто не может вас остановить. А как насчет меня? Он здесь!» Воскликнул пожилой мужчина и тут же швырнул свой колокол в воздух, и он мгновенно расширился до огромных размеров и поймал Целинцзи внутрь себя. Его компаньон Да также очень быстро среагировала, и ее выражение лица резко изменилось. Она провела рукавом по воздуху, выпустив 2 полоски черного света по воздуху. Одна полоса света превратилась в огромное пространство черного света, которое охватило ее сына, принеся его к себе, в то время как другая полоска света превратилась в рогатого черного питона, выплюнувшего из пасти цветы черного лотоса, формируя защитный барьер вокруг женщины и ее сына. Между тем, сама женщина глубоко вздохнула, издав пронзительный крик, но ее усилия были встречены лишь холодным смешком презрения. Пространственные колебания внезапно вспыхнули в воздухе над гигантским колоколом, и из воздуха внезапно появился пушистый золотой кулак, ударив в колокол. Раздался громкий грохот, и лазурным рунам удалось появиться на поверхности колокола лишь на долю секунды, прежде чем он с легкостью разбился и исчез, как шар лазурного света. Затем золотая рука метнулась к пожилому мужчине, и, хотя она, похоже, не была наделена какой-либо значительной силой, пожилого человека отправили в полет, как мешок, при этом он издал мучительный крик. Почти в тот же самый момент еще одна огромная золотая рука появилась из воздуха перед пожилой женщиной, схватив ее со скоростью молнии. Защитный духовный свет и черные цветы лотоса вокруг нее мгновенно разорвались на части, и золотая рука сомкнулась вокруг ее шеи, оторвав ее с земли. Ее пронзительный крик тут же оборвался, а глаза закатились в затылок. Глава 1813. Битва с патриархом семьи Лун. Выражение лица ее сына резко изменилось при виде этого, и он немедленно поднял руку, призвав полупрозрачную длинную саблю, которую он со злобной силой ударил по золотой руке. Раздался резкий лязг, и вспышка пронзительного золотого света вспыхнула, как только клинок коснулся пушистой руки. Затем сокровище тут же взорвалось, и молодой человек был вынужден отступить на несколько шагов подряд из-за возникшей в результате ответной реакции. Он выплюнул глоток эссенции крови и рухнул на землю, не в силах подняться. Я уже наложил ограничения на это место, поэтому никто не услышит вас, сколько бы вы ни кричали. Вы действительно осмелились схватить этого даосского священника, хотя и знали, что у него есть могущественный покровитель. Вы действительно думали, что я не посмею забрать его только потому, что здесь замешана семья Лун?
Снова раздался ледяной мужской голос. Сразу после этого произошли пространственные колебания, и в комнате появилась золотая фигура. Это была золотая демоническая обезьяна ростом от 30 до 40 футов в серебряных доспехах. У демонической обезьяны были голубые глаза и полный рот грозных клыков. Чрезвычайно свирепая аура вырвалась из его тела, и вокруг него кружилась черная зловещая ци, представляя очень грозное зрелище. «Ты демонический культиватор». «Как такое могло быть?» — воскликнул пожилой мужчина. Намек изумления также появился в глазах женщины, и она изо всех сил пыталась удержать их, чтобы они не закатились обратно в ее голову. «Хехе, почему ты так удивлена? Ты явно хочешь смерти, я отправлю тебя в путь». Зловещий свет вспыхнул в глазах золотой обезьяны, из кончиков ее пальцев вырвался золотой свет, сомкнувшихся вокруг горла пожилой женщины, когда Ханли приготовился сломать ей шею. «Нет, старший». «Стоп». Пожилой мужчина и его сын закричали, чтобы попытаться остановить Ханли, но они оба были полностью бессильны атаками Ханли и могли только смотреть на них с ужасом и отчаянием. В глазах пожилой женщины также появилось выражение отчаяния, и внезапно из-за пределов комнаты раздался холодный голос. «Ты также довольно смел, раз проник на мою территорию и убить моих потомков». Как только голос затих, сверху раздался оглушительный грохот, после чего огромная пурпурная рука размером около 10 футов пробила крышу. Вокруг руки вращалось бесчисленное количество рун, и она преодолела ограничение, установленное Ханли, прежде чем злобно схватить гигантскую золотую обезьяну за голову. Эксцентрик лун. Выражение лица золотой обезьяны резко изменилось, и он издал низкое рычание, отбросив пожилую женщину в сторону, а затем протянул свою руку. Его золотая ладонь быстро увеличилась в размерах, прямо напротив гигантской пурпурной руки, и в то же время он сделал хватательное движение в сторону кукольного Целинси другой рукой. Бум! Раздался оглушительный грохот, и в комнате появился массивный шар золотисто-пурпурного света, и огромное духовное давление, возникшее в результате столкновения, мгновенно опустошило крышу и стены комнаты. Из ослепительного духовного света раздалось холодное хмыканье, вслед за которым выскочила золотая фигура и в мгновение ока появилась на расстоянии более 1000 футов. «Ты думаешь, ты сможешь уйти?» Обладатель пурпурной руки зарычал холодным голосом, после чего полоска пурпурного света вырвалась в погоню за золотой фигурой, и первый был даже быстрее, чем второй. Такой массовый беспорядок, естественно, насторожил всех людей во всей крепости, и бесчисленные полосы света поднялись в воздух со всех сторон, чтобы увидеть, что происходит. В мгновение ока золотая фигура и пурпурная полоска света вырвались из городских стен и улетели в белый туман снаружи. К тому времени, как многие культиваторы семьи Лун подошли к краю тумана, в этом мутном белом тумане уже происходила череда взрывов. Сразу после этого раздался ряд рев и яростных криков, и две вспышки удивительного духовного давления прорвались из моря тумана, заставив иллюзорную формацию наверху, имитирующее небо, задрожать. Два всплеска духовного давления, казалось, были одинаковыми, и все близлежащие культиваторы семьи Лун невольно переглянулись между собой. Они, естественно, уже знали, что один из людей в тумане был никем иным, как их патриархом, но другой человек все же сумел скрывать свою личность. Может быть, это было еще одно существо на поздней стадии интеграции тела. В этом случае культиваторы стадии божественной трансформации и пространственного закаливания, подобные им, по сути, совершили бы самоубийство, если бы бросились в туман, чтобы присоединиться к битве. Культиваторы семьи Лун возглавлял никто иной, как лидер их семьи, мужчина средних лет в пурпурной мантии. Он смотрел в море тумана с потрясенным и разъяренным выражением лица, но он также не решался присоединиться к битве, поскольку он чувствовал огромное духовное давление, исходящее из тумана. «Хехе, глава семьи Лун, вы хотите, чтобы я вмешалась и разделила их?» Приятный женский голос внезапно раздался из-за спины лидера семьи Лун. Сердце мужчины в пурпурной мантии содрогнулось от услышанного, и он сразу же обернулся и увидел красивую женщину в желтой мантии, которой было лет 18. Женщина стояла позади него и с легкой улыбкой оценивала его. Если бы Хань Ли присутствовал на месте происшествия, он бы сразу смог идентифицировать эту женщину как широко известную святую деву Тысячи Осенней из расы артефактных духов. Мужчина в пурпурной мантии несколько скептически отнесся к мотивам женщины в желтом, но он изобразил приподнятое выражение и поспешно сказал «Старшая Тысяча Осеней». Для нас было бы, конечно, блестящей новостью, если бы вы помогли моему отцу захватить этого человека. Захватить его. Я не смогу этого сделать. Даже если бы я захотела, я, возможно, не смогу. Кроме того, я могу быть в хороших отношениях с вашей семьей Лун, но я определенно не могу просто обидеть другого культиватора интеграции тела ради вас. Все, что я могу сделать, это разделить их и положить конец этой битве, сказала святая дева Тысячи Осеней с улыбкой. Лидер семьи Лун, немного помедлив, сказал, этого будет достаточно.
Мой отец несколько дней назад потратил много энергии на то, чтобы позаботиться о некоторых делах, поэтому ему тяжело сражаться с могущественным врагом. Хорошо, в таком случае я. Хм. Похоже, мне все-таки не придется вмешаться. Святая Дева Тысячи Осеней бросила взгляд в море тумана, и на ее лице появилось слегка мрачное выражение. Что ты имеешь в виду, с? Человек в пурпурной мантии слегка дрогнул, услышав это, но прежде чем он смог даже полностью сформулировать свой вопрос, земля возле всей крепости внезапно сильно затряслась. Сразу после этого в море тумана раздался оглушительный грохот, за которым последовал резкий визг. Вспышка неистовой золотой и пурпурной энергии вырвалась из моря тумана, унося весь туман прочь, а затем устремилась прямо к культиваторам семьи Лун. Это немедленно повергло культиваторов семьи Лун в панику, и те, у кого была более слабая база культивации, поспешно отступили в поисках убежища за городской стеной. Между тем, все культиваторы высокого ранга, находившиеся на стадии пространственного закаливания, выпустили защитные сокровища, чтобы защитить себя, а также отступили на несколько шагов на более безопасное расстояние. Только Святая Дева Тысячи Осеней позволила энергии окунуться в нее, оставаясь совершенно неподвижной. Однако ее улыбка уже исчезла и сменилась мрачным выражением лица. Белый туман рассеялся извержением энергии, и только после этого всем были открыты две фигуры вдалеке. Одна из них была горной золотой обезьяной ростом более 300 футов, в одной руке она держала даосского жреца, в то время как другая рука была сжата в грозный кулак. Гуманоидная фигура нормального размера перед гигантской обезьяной был никем иным, как патриархом семьи Лун. В этот момент на его голове появилась пара золотых драконьих рогов, а по бокам его лица выступили золотые чешуйки. Даже его зрачки приобрели мерцающий золотистый цвет, и, как и у обезьяны, он не владел никаким оружием. Земля, на которой они оба стояли, была заполнена кратерами разного размера, явно сильно пострадавшими от битвы. Хе-хе, как и ожидалось от культиватора на поздней стадии интеграции тела из истинной духовной семьи номер 1, подумать, что ты можешь бороться со мной, используя только свое физическое тело. Однако ты не сможешь помешать мне уйти, взревела гигантская золотая обезьяна. Кто ты? Насколько я знаю, нет других демонических культиваторов обезьяноподобного типа, которые достигли стадии интеграции тела, кроме этого даосского мастера желтых бровей, невозмутимо спросил патриарх семьи Лун. Хе-хе, ты можешь просуждать о том, кем я являюсь. Раз ты вышел лично, я позволю этим людям жить. Однако, если то же самое произойдет снова, пеняй на себя, гигантская обезьяна зарычала угрожающим голосом. Сразу после этого над его телом появился слой мерцающего серебряного пламени, и он рухнул в воздух поблизости. Раздался шипящий звук, и пространство там было растоплено серебряным пламенем, открыв черную дыру. Гигантская обезьяна исчезла в черной дыре в мгновение ока, и патриарх семьи Лун даже не попытался вмешаться. Он просто оставался на месте и смотрел на быстро сокращающуюся черную дыру, по-видимому, о чем-то глубоко задумавшись. Только тогда человек в пурпурной мантии поспешно подошел к нему в уважительной манере вместе со старейшинами семьи Лун. «Ты в порядке, отец?» «Хм, конечно. Как ты думаешь, эта обезьяна способна причинить мне вред?» Холодным голосом ответил патриарх длинной семьи. «Это, конечно, не то, что я имел в виду. Я был просто немного обеспокоен, потому что ты даже активировал свое драконье тело, отец», сказал мужчина в пурпурной мантии уважительным голосом. Патриарх семьи Лун внезапно спросил холодным голосом. «Ты слышал, что этот демонический культиватор сказал перед тем, как уйти, верно? Как лидер семьи Лун, я полагаю, ты что-то знаешь об этом?» «Этот вопрос касается моей сестры, леди Ли. Я как раз собирался сообщить об этом тебе, но я не думал, что будет задействован такой могущественный демонический культиватор, и я не думал, что он доберется сюда так быстро», человек в пурпурной мантии ответил с кривой улыбкой. Глава 1814. Святой остров. Леди Ли. Это та, кто вышла замуж за постороннего. Как она сюда попала? Забудь, расскажешь мне об этом позже, сказал патриарх семьи Лун. Лидер семьи Лун ответил уважительно. Несмотря на то, что он был лидером семьи Лун и сыном этого патриарха семьи Лун, все это перестало иметь значение с тех пор, как патриарх начал использовать искусство культивации бессердечного Даа, которое постепенно лишало его всех эмоций. Общаться с патриархом семьи Лун на ежедневной основе было довольно коварной задачей, и даже будучи его сыном, лидер семьи Лун не осмеливался ослабить бдительность ни на мгновение. Это была трансформация в дракона, дарованная родословной истинного дракона. Видеть, как ты столкнулся с демоническим культиватором, который наравне с твоим физическим телом, действительно потрясающий опыт, сказала святая Дева Тысячи Осенней с улыбкой на лице, медленно подлетев издалека. Я культиватор на поздней стадии интеграции тела, но я даже не смог победить этого демонического культиватора на ранней стадии интеграции тела. Так почему я должен быть доволен собой?
Ты, может быть, издеваешься надо мной, святая дева? Холодным голосом спросил патриарх семьи Лун. Святая дева Тысячи Осеней совершенно не была обеспокоена холодным поведением патриарха семьи Лун и ответила спокойным голосом. Хе-хе, конечно, нет, господин Даосист Лун. Типичные демонические культиваторы преуспевают в этой области. Я уверена, что мне не нужно объяснять, почему впечатляет то, что ты смог столкнуться с демоническим культиватором стадии интеграции тела в прямом сражении только одним своим физическим телом. Высвободив некоторые другие мощные способности, ты определенно смог бы победить этого демонического культиватора за короткое время. Если ты действительно так думаешь, боюсь, ты совершенно ошибаешься, святая дева, внезапно сказал патриарх семьи Лун со странной холодной улыбкой. А ты что-то обнаружил во время боя раньше? Озадаченно спросила святая дева Тысячи Осеней. Вместо того, чтобы сразу же ответить на ее вопрос, патриарх семьи Лун обратился ко всем ближайшим культиваторам семьи Лун и проинструктировал: «Все вы возвращайтесь к себе. Я хочу говорить только с госпожой Святой Девой». В то же время рога и чешуя дракона на его голове и лице исчезли, а его золотые глаза также вернулись к своему первоначальному черному цвету. Все культиваторы семьи Луни, естественно, почтительно поклонились и улетели к себе, оставив патриарха семьи Лун и Святую Деву наедине. Судя по мерам предосторожности, которые ты принял, я невольно подумала, что эта демоническая обезьяна кажется необычным существом, заметила Святая Дева Тысячи Осеней после того, как все ушли. «Я подозреваю, что он со Святого Острова», — сказал патриарх семьи Лун, и Святая Дева Тысячи Осеней была весьма удивлена, услышав это. Святой остров. Разве это не священная область, которую разделяют ваши расы людей и демонов? Спросила она. Верно. В противном случае очень трудно объяснить, как эта демоническая обезьяна на стадии интеграции тела могла появиться в расе демонов. Раз в 1000 лет Святой остров отбирает ярких молодых людей из наших двух рас для пополнения своих рядов. Прошло бесчисленное множество лет с момента основания Священного острова, и никто точно не знает, сколько существ на стадии интеграции тела находится на острове, но я предполагаю, что там будет не менее 30 существ на стадии интеграции тела. Что касается выживания двух наших рас, существам стадии интеграции тела, живущим на Святом острове, запрещено покидать остров. Именно благодаря существованию этого острова наши человеческие и демонические расы смогли выжить в мире духов до сих пор, торжественно объяснил патриарх семьи Лун. Хе-хе, похоже, твой Святой остров похож на святыню нашей расы духов. Я также не знаю, сколько существ ранга Святого Духа находится в нашей святыне, вздохнула Святая Дева Тысячи Осеней. После недолгого молчания патриарх семьи Лун продолжил: у моей теории есть еще одна причина. Насколько мне известно, Святой остров охраняет демоническая армия, и одна ветвь этой армии состоит из чрезвычайно редких обезьян Ваджры. Эта гигантская обезьяна по внешнему виду напоминает обезьяну Ваджры, и поэтому она намного мощнее обычного культиватора на ранней стадии интеграции тела. Я не использовал никаких мощных способностей во время той битвы, но у этой гигантской обезьяны определенно было больше хитрости в рукаве. Даже если бы я сражался изо всех сил, я все еще не уверен, что смог бы предотвратить побег этой обезьяны. Вдобавок ко всему, если он действительно со Святого острова, то это была бы еще одна причина, почему я не хочу форсировать проблему. Неужели эта демоническая обезьяна такая устрашающая? Не сражаясь с ней лично, мне трудно точно измерить ее силу, но слой серебряного пламени, который она вызвала, способен таять в пространстве, и я действительно почувствовала большую угрозу, сказала Святая Дева Тысячи Осеней, и ее улыбка наконец исчезла. Из того, что я слышал, обезьяны Ваджры обладают врожденной способностью, известной как 9 истинных зарождающихся огней. Это чрезвычайно мощная врожденная способность, но очень немногим обезьянам на самом деле удается достичь ее и развить в огромной степени, поэтому немногие люди знают, на что похоже это пламя, сказал патриарх семьи Лун. Так ты убежден, что золотая обезьяна — это обезьяна Ваджры? Спросила Святая Дева Тысячи Осеней, нахмурив брови. Скорее всего, так оно и есть, уверенно ответил патриарх семьи Лун. «Хорошо, раз уж этот демонический культиватор со Святого острова, нам просто нужно оставить прошлое в прошлом», хихикнула Святая Дева Тысячи Осеней после краткого молчания. Дело не в том, что я боюсь расы обезьян Ваджры, я просто не хочу переходить дорогу Святому острову. Вдобавок ко всему, судя по словам обезьяны, эта атака была полностью спровоцирована, так что мне придется расследовать это дело, сказал патриарх семьи Лун с холодным взглядом в глазах. Я не буду комментировать внутренние дела вашей семьи, но что касается другого вопроса, мы уже говорили день и ночь, но до сих пор не пришли к консенсусу. Собираемся ли мы продолжать эту тупиковую ситуацию? Я пошла на большой риск, приехав сюда, и у меня есть дело, помимо обсуждений с вашей семьей Лун, сказала Святая Дева Тысячи Осеней с холодным выражением на лице. Условия нашей семьи Лун довольно просты, не так ли?
Пока вы готовы предоставить 10 неразумных духов нашей семье Лун за каждый ковчег, мы готовы разделить с вами треть гигантского атласного ковчега, который мы изготовим. Разве это недостаточно выгодный обмен для вашей расы духов? Насколько мне известно, вы, существа, являющиеся артефактными духами, даже не относитесь к неразумным духам как к равным, поэтому для вас должна быть фантастическая сделка, если вы сможете обменять их на гигантский атласный ковчег, ответил патриарх семьи Лун совершенно невыразительным тоном. О 10 определенно не может быть речи. Наша раса артефактных духов действительно смотрит свысока на неразумных духов, но по законам всей нашей расы духов передача неразумных духов чужим расам является преступлением, сравнимым с изменой. Мы готовы предложить не более 5 неразумных духов в обмен на ковчег. Вдобавок ко всему, я сильно рискую, чтобы облегчить этот обмен с вашей семьей Лун, но вы готовы предложить взамен только треть гигантского атласного ковчега, поэтому связанный с этим риск и вознаграждение совершенно несоразмерны. Прости меня за резкость, но если бы я с самого начала знал, что семья Лун будет такой скупой, я бы предпочла, чтобы проект попал в руки одного из 3 владык или 7 монархов. Уверена, что они более щедрые и искренние, чем ваша семья Лун, равнодушно сказала святая дева Тысячи Осеней, заправляя несколько прядей за ухо. Патриарх семьи Лун долго оценивал святую деву Тысячи Осеней, а затем, наконец, сказал: «Нет нужды пытаться так разозлить меня, госпожа святая дева. Уверен, что ты знаешь, что я культивирую искусство культивации бессердечного Даа, что избавило меня от всех эмоциональных заблуждений, поэтому твои интеллектуальные игры бесполезны. Однако в качестве жеста доброй воли я пойду на компромисс. Мы примем 8 неразумных духов и дадим вашей расе артефактных духов 40% всех ковчегов, которые мы изготовим. 40% и 8 неразумных духов. Я могу согласиться с процентной долей, но в лучшем случае я могу предложить только 7 неразумных духов, осторожно сказала святая дева Тысячи Осеней. Хорошо, тогда 7. Теперь, когда все решено, мы должны обсудить наше сотрудничество в подготовке к неминуемому дьявольскому бедствию, согласился патриарх семьи Лун после короткой паузы для размышлений. Святая дева Тысячи Осеней была в восторге, и на ее лице появилась великолепная улыбка. Конечно. Пока обмен пройдет гладко, наша раса артефактных духов будет более чем счастлива продолжить сотрудничество с вашей семьей Лун. Тогда, пожалуйста, пойдем со мной, святая дева. Это не лучшее место для разговоров, так что давайте вернемся в башню, сказал патриарх семьи Лун, приглашая жест рукой. Как будто он уже совсем забыл об этой гигантской золотой обезьяне. Но опять же, как может краткая интерлюдия демонической обезьяны на ранней стадии интеграции тела сравниться с вопросом важности выживания семьи Лун во время дьявольского бедствия? Тем временем золотая обезьяна уже спустилась на совершенно безлюдную гору за десятки тысяч километров от места происшествия. Когда он использовал серебряное пламя, чтобы прорваться через ограничения вокруг Дворца Бессмертных, она, естественно, предупредила охранников во дворце, но к тому времени, когда они прибыли, обезьяна уже исчезла вдалеке. Охранники были только на стадии божественной трансформации и пространственного закаливания, поэтому у них не было никакой возможности поймать его. Таким образом, они просто пустились в погоню как формальность, несмотря на то, что знали, что их усилия в конечном итоге окажутся тщетными. После этого они отправили несколько человек, чтобы ненадолго допросить некоторых членов семьи Лун, и они были ошеломлены, узнав, что преступник был демоническим культиватором стадии интеграции тела. Таким образом, они могли закрывать глаза на этот вопрос только после ремонта. Тем не менее, новости об этой обезьяне на стадии интеграции тела, проникшей на территорию семьи Лун, быстро распространилась, как лесной пожар среди других культиваторов интеграции тела, присутствовавших на съезде, и многие из них отправили своих подчиненных для расследования этого вопроса, но все безрезультатно. Никто никогда раньше не слышал об этой гигантской золотой обезьяне, и она бесследно исчезла после этого инцидента. Это очень расстраивало многих людей, и некоторые из них также думали о Святом острове. Конечно, гигантская золотая обезьяна, естественно, не подозревала обо всем этом. В этот момент он находился на вершине горы, и после осмотра окрестностей его тело вспыхнуло золотым светом, на котором он превратился в молодого человека с набором обычных черт лица. Глава 1815. Павильон небесного пленения. Этот молодой человек был никем иным, как Ханли. Он использовал трансформацию тысячи лиц, чтобы принять облик демонической обезьяны и проникнуть в крепость. После этого он был обнаружен патриархом семьи Лун и был вынужден использовать свои 12 пробуждающих трансформаций, приняв форму гигантской горной обезьяны, чтобы сразиться с ним. Обладая невероятно мощным физическим телосложением в сочетании с улучшениями, которые он получил от своих 12 пробуждающих трансформаций, он, естественно, был в состоянии выстоять против патриарха семьи Лун, но в то же время он был весьма ошеломлен своим противником после того, как последний принял свою трансформацию дракона. Однако Ханли использовал только 50% своей силы во время битвы, и патриарх семьи Лун также явно сдерживался. В противном случае весьма вероятно, что их битва уничтожила бы весь Дворец Бессмертных.
Хань Ли не знал, почему патриарх семьи Лун сдерживался, но он определенно был более чем счастлив, что ему позволили легко сбежать. В этот момент он был уже слишком далеко. Из-за огромного количества человеческих и демонических существ на горе Девяти Бессмертных не было никакого способа, которым семья Лун могла бы его выследить. Вернувшись в свою истинную форму, Хань Ли повернулся к Целинси, который все еще стоял на месте, как деревянная марионетка, и испустил слабый вздох. Затем он сделал ручную печать, и полоска лазурного света вырвалась вперед, исчезнув в теле Целинси во вспышке. Целинси вздрогнул, и его деревянное выражение исказилось, и он издал непроизвольный стон. Затем он внезапно открыл рот, выплюнув сгусток черной ци, окутанный шаром лазурного света. Несколько мгновений спустя глаза Целинси снова стали ясными, и, как только он увидел Хань Ли, он спросил в приподнятом тоне: «Мастер, что вы здесь делаете? Разве меня не похитила какая-то старуха?» Было совершенно ясно, что он ничего не помнил из тех испытаний, которые он только что пережил. Если бы я не пошел за тобой, ты бы стал инвалидом и, вероятно, был бы мертв. Я расскажу, что случилось на обратном пути. Давай сначала покинем это место. Хань Ли не собирался раскрывать здесь слишком много, и он провел рукавом по воздуху, высвободив обширное пространство лазурного света, которое охватило Целинси, улетев вдаль вместе с Хань Ли. Как и было обещано, Хань Ли рассказал Целинси обо всем, что произошло на их обратном пути, и, узнав о чрезвычайно опасном испытании, которое он только что перенес, Целинси просто замолчал, что резко контрастировало с его обычным разговорчивым и энергичным характером. Хань Ли был несколько удивлен этим, но, когда он задавался вопросом, понял ли этот его ученик значение страха, он внезапно начал выкрикивать ненормативную лексику во всю мощь своих легких, проклиная пожилую женщину и семью Лун. Он был так взволнован, что его щеки стали ярко-красными, и изо рта текла слюна. Казалось, у него была такая вендетта против семьи Лун, что ни один из них не мог жить, пока другой выжил. Хань Ли сначала запнулся, увидев это, а затем расхохотался. В итоге он сказал: «Хорошо, хватит. Если ты хочешь отомстить семье Лун, я не стану останавливать тебя, но ты должен стать достаточно могущественными, чтобы сделать это. На данный момент ты просто муравей в глазах семьи Лун, и они могут с легкостью раздавить тебя, поэтому ты не имеешь права бросать им вызов. Если ты действительно хочешь постоять за себя, то сначала перейди к стадии интеграции тела. Кроме того, я не хочу, чтобы ты больше показывал свое лицо на публике. Когда мы вернемся, я научу тебя некоторым искусствам культивации и дам тебе сокровища и таблетки. Как только этот инцидент утихнет, я отправлю тебя и Хай Юйтянь подальше от этого места, и вы двое должны отправиться в город высшего неба как можно скорее. Как только вы доберетесь туда, сначала присоединитесь к городской страже на несколько лет в качестве тренировки. Семья Лун действительно довольно сильна, но они по-прежнему опасаются города высшего неба. Через несколько лет я пойду туда, чтобы воссоединиться с вами двумя. Вы отправляете меня прочь, мастер. Съезд 1000 сокровищ начался совсем недавно, и я прошел весь этот путь, но у меня еще не было возможности что-то увидеть. Пожаловался Целинси. Что для тебя важнее, съезд 1000 сокровищ важнее или важнее твоя жизнь? Я не боюсь семьи Лун, но я определенно не хочу, чтобы мне приходилось постоянно беспокоиться о том, что они нападут на меня. Что, если тебя снова похитят? Думаешь, я буду второй раз спасать тебя от семьи Лун? Выругался Хань Ли. Целинси слегка отшатнулся при виде сурового выражения лица Хань Ли и неохотно согласился с этой договоренностью. «Хорошо, тогда я сделаю, как вы говорите, мастер». Хань Ли, естественно, не собирался беспокоиться о том, доволен ли его ученик этим решением или нет. Выражение его лица немного смягчилось, и он слегка кивнул, а затем замолчал. В течение оставшейся части поездки Хань Ли больше ничего не сказал, и спустя более 2 часов они вернулись во Дворец Бессмертных, где Хай Юйтянь с нетерпением ждал их возвращения. Он был в восторге, увидев, что Целинси вернулся в целости и сохранности, и поспешно бросился к Хань Ли с низким поклоном. «Юйтянь, я припоминаю, что ты нашел человека, которого я искал. Где она сейчас?» — спросил Хань Ли, как только сел на главное сиденье, и внезапный вопрос застал Хай Юйтяня и Целинси врасплох. «Мастер, мы нашли эту демоническую старшую вместе, известном как Павильон Небесного Пленения, и она пригласила вас встретиться с ней завтра в полдень», — уважительно ответил Хай Юйтянь. «Хорошо, вы двое останетесь здесь и никуда не уходите в ближайшие несколько дней. Я создам мощное ограничение поблизости, которое остановит даже культиваторов интеграции тела, которые попытаются проникнуть в это место. С завтрашнего дня вы двое можете приходить ко мне каждую ночь, и я дам вам несколько инструкций по вашей культивации. Когда все немного утихнет, вы двое можете отправиться в путь», — сказал Хань Ли, а затем ушел, оставив 2 своих учеников в холле. «Отправиться в путь? Что мастер имеет в виду?» Хай Юйтянь был несколько озадачен. «Это долгая история.
Семья Лун меня обманула. Лицо Ци Линцзы скривилось, как будто он потерял свое самое любимое сокровище, в то время как Хай Юэтянь все еще находился в полной темноте. На следующий день Хань Ли провел все утро, создавая чрезвычайно мощную иллюзорную формацию, а затем отправился в павильон небесного пленения. По словам Хай Юэтяня, этот павильон был расположен в центре группы небольших рынков, все из которых были временными рынками, созданными высшими и второстепенными силами расы людей и демонов. Все рынки были довольно маленькими, но то, что они могли там найти, часто удивляло. На каждом рынке были самые обычные магазины, а на некоторых рынках даже были магазины, специализирующиеся на продаже товаров, недоступных в других магазинах. Павильон небесного пленения был ничем иным, как одним из тех магазинов, и единственное, что он продавал, это материал, известный как камни небесного пленения. Эти камни не были особенно редкими или драгоценными, но они были обязательными для создания некоторых иллюзорных формаций, и часто приходилось использовать огромное их количество одновременно. Конечно, эти камни были разделены на разные классы, и чем мощнее формация, тем более высокий класс требовался. Павильон небесного пленения был единственным магазином, который продавал первоклассные камни небесного пленения оптом, поэтому его часто посещали многие люди и демонические культиваторы. Так это павильон небесного пленения. Хань Ли стоял перед бунгало, глядя на вывеску, висящую над одним из них, со слегка потерявшим дар речи выражением лица. Несмотря на это, Хань Ли, естественно, все же вошел в здание. Судя по внешнему виду, интерьер был не очень большим, но очень аккуратным. Кроме 2 столов, нескольких стульев и длинной полки для хранения другой мебели не было. Вдобавок ко всему, на полке хранения не было никаких других товаров, кроме каких-то примитивных на вид кусков руды разного размера. За одним из столиков перед полкой для хранения сидела маленькая девочка с парой косичек, торчащих вверх. На вид ей было 12 лет, и она была очень очаровательной. Она скучно играла своими косичками, когда Хань Ли вошел в комнату. «Ах, покупатель! Не желаете ли вы купить несколько небесных камней пленения, старший? Какого класса камни вы бы хотели купить? У нас есть все, что вам нужно». Маленькая девочка сразу же поднялась на ноги при виде Хань Ли и поприветствовала его с улыбкой. Хань Ли направил свое духовное чутье на маленькую девочку, и в его глазах промелькнул намек на удивление. Слабая демоническая ци, исходящая из тела этой маленькой девочки, указала на то, что она явно демонический культиватор, и по колебаниям ее духовного давления он мог сказать, что она была на стадии божественной трансформации. Если кого-то и обманула ее детская внешность, то это было бы огромным сюрпризом. «Я здесь не для того, чтобы покупать камни, я здесь, чтобы встретиться кое с кем», — ответил Хань Ли. Маленькая девочка слегка запнулась, услышав это, а затем поклонилась Хань Ли. «Вы — это старший Хань, верно? Моя сестра давно ждет вас на заднем дворе». «А, ты ее сестра?» — спросил Хань Ли слегка удивленным голосом. «Верно. Меня зовут Цинь Мэйр, а мою сестру-близняшку Суэр. Я провожу вас к ней», — послушно ответила девочка. «Пожалуйста, проводи меня», — Хань Ли кивнул в ответ. Таким образом, Хань Ли попал в боковую комнату, где была каменная лестница, которая вела под землю. Вскоре после этого в глазах Хань Ли появился намек на удивление, и он обнаружил, что здесь есть несколько подземных этажей, каждый из которых сильно отличался от других, и по этим этажам ходили демонические мужчины и женщины. Неудивительно, что здание было таким маленьким, большая часть была под землей. Когда Хань Ли восхищался зрелищем вокруг него, его привели в некий зал на нижнем подземном уровне, где его с улыбкой на лице ждала изысканная красавица в белом платье. Как только Хань Ли увидел эту женщину, ему показалось, что его голову ударила молния, и он воскликнул: «Ванер, как ты здесь оказалась?»